Всем привет! Продолжаем вязать с вами коврик. Это вторая часть. Давайте посмотрим, что же нас ждет. Вот схема нашего коврика. Как я уже сказала, эту схему вы можете найти в группах ВКонтакте и Одноклассники. Ссылки на группы в описании к видео. На этом ряду мы с вами закончили вязать. Теперь переводим крючок под цепочку из воздушных петелек вот здесь и начинаем вязать новый ряд. Он у нас состоит из шишечек и 3 воздушных петелек. Под каждой цепочкой из воздушных петелек мы вяжем по одной шишечке. Между шишечками 3 воздушные петельки. Шишечка, 3 воздушные петельки. Шишечка, 3 воздушные петельки. И так вяжем весь ряд до конца. И заканчиваем шишечкой последней и соединяем. Итак, давайте приступим. Мы уже крючок перевели под цепочку. Далее делаем 3 воздушные петельки подъема. И тут же вяжем еще просто 4 столбика с одним накидом. 4 полноценных столбика с одним накидом. В итоге с 3 воздушными петельками подъема у нас получается 5 столбиков. Вот они. Заводим крючок в 3-ю воздушную петельку подъема, захватываем ниточку и протягиваем нашу петельку. Не забываем сделать 1 воздушную петельку в вершинке. Далее 3 воздушные петли и вяжем новую шишечку. Снова вяжем просто 5 столбиков с одним накидом. 1 столбик, 2 столбик. Видите, мы прям полностью вяжем 5 столбиков с одним накидом. 3 столбик связала, 4 и 5. Далее крючок вытаскиваем из петельки, заводим в вершину 1 столбика, захватываем нашу петельку и протягиваем. Еще раз покажу. Вот, протягиваем. Теперь делаем 1 воздушную петельку в вершинке нашей шишечки. Шишечка готова. 3 воздушные петли и приступаем к вязанию новой шишечки. Снова это 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Крючок заводим в вершину 1 столбика, захватываем нашу петельку и протягиваем. 1 воздушная петелька в вершине шишечки и 3 воздушные петельки 1, 2, 3 между шишечками. И вяжем новую шишечку. 5 столбиков с одним накидом. Как вы видите, ничего сложного в вязании шишечек нету. При этом смотрятся они очень эффектно. 5 столбиков с одним накидом связаны. Заводим крючок в 1 столбик, протягиваем ниточку, воздушная петля. 3 воздушные петельки и приступаем к вязанию новой шишечки. Итак, нужно связать под каждой цепочкой из воздушных петелек по 1 шишечке. Не забываем в вершине шишечки делать 1 воздушную петельку и между шишечками 3 воздушные петли. Вот такой у нас ряд. Поглядите, вот наши шишечки. Вот что в итоге должно получиться. Я связала все шишечки, сделала 3 воздушные петельки. Теперь заводим крючок в вершину шишечки, а именно воздушную петельку. Ряд закончен. Обращаемся к схеме и начинаем вязать новый ряд. Он у нас очень простой, поглядите. Просто под каждой цепочкой из
трех воздушных петелек мы вяжем 4 столбика без накида. В тех местах, где у нас шишечки, мы ничего не вяжем, мы просто пропускаем их. И довязываем так вот ряд. Переводим крючок под цепочку, воздушная петелька, и еще вяжем тут же 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Далее под следующей цепочкой сразу вяжем 4 столбика без накида. Как я уже сказала, в том месте, где шишечка, мы ничего не вяжем. Снова вяжем под следующей цепочкой 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Так. Пропускаем нашу шишечку и снова под цепочкой из 3 воздушных петелек мы вяжем 4 столбика без накида. Вот такой ряд, достаточно простой. Давайте свяжем до конца самостоятельно весь ряд. Итак, ряд довязан. Теперь заводим крючок в первый столбик без накида. Вот, за обе стенки захватываем ниточку и протягиваем. Так мы соединили ряд. Вот у нас новый ряд. Он у нас состоит из столбиков с одним накидом. В этом ряду у нас нет прибавлений, поэтому просто в каждую петельку, в каждый столбик без накида предыдущего ряда мы вяжем по одному столбику с одним накидом. Тоже очень простой ряд. 3 воздушные петельки подъема, 1, 2, 3, накид и вяжем по одному столбику с одним накидом за обе стенки, это очень важно, в каждую петельку. Заводим крючок за обе стенки и вяжем столбик с одним накидом. Накид, провязываем. Вот наш столбик готов. Итак, в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. Как я уже сказала, этот ряд без прибавлений, поэтому смело можете вязать просто в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. Итак, вяжем весь ряд до конца. Я думаю, тут ничего сложного нету, и вы сейчас сможете самостоятельно довязать этот ряд. Как его заканчивать, я вам сейчас покажу. Вот я ряд довязала. Теперь отсчитываем третью воздушную петельку. 1, 2, 3. Вот она. Заводим в нее крючок и протягиваем ниточку. Все, ряд у нас готов. Видите, он немножко волнится. В следующих рядах мы это исправим, выровняем. Вот наша схема. Обратите внимание, здесь у нас показаны рельефные столбики. Их мы свяжем намного позднее. А сейчас несколько рядов мы просто будем вязать столбики без накида в каждую петельку. Вот мы вяжем 2 ряда из столбиков без накида. Первый ряд и второй. В этих рядах тоже не будет никаких прибавлений. А далее уже в третьем ряду мы будем вязать те самые рельефные столбики. Вот в этом ряду. Но здесь, видите, у нас рельефные столбики указаны
они у нас такие параллельные, прямо идут, а мы будем вязать их немножко под наклоном. Вот наш рельефный столбик, он будет у нас цепляться за стенку столбика с одним накидом. В вершине каждой шишечки у нас будет находиться рельефный столбик. Видите, если обратить внимание на шишечки, то в вершине каждой шишечки будет находиться рельефный столбик. Но они у нас будут не прямо, а вот так располагаться под наклоном. Как это связать, я вам тоже покажу. Давайте вернемся к нашему вязанию. Делаем одну воздушную петельку подъема и сюда же, в эту же петельку вяжем столбик без накида. И теперь, начиная со следующей петельки, в каждую петельку за обе стенки мы вяжем столбики без накида. По одному столбику без накида в каждую петельку. Как я уже сказала, в этом ряду у нас не будет никаких прибавлений. Но, как вы видите уже по нашему предыдущему ряду, то прибавления нам как раз таки и не нужны, поскольку ряд немножко у нас волнится. Вот наш ряд, и сейчас, обвязывая его столбиками без накида, мы как раз его выровняем. По одному столбику без накида вяжем за обе стенки в каждую петельку. Вот уже край более-менее ровный. Давайте довяжем ряд до конца. Ряд довязан. Остается нам только его соединить. Находим не первую воздушную петельку подъема, а первый столбик. Заводим туда крючок и протягиваем ниточку. Далее одна воздушная петелька подъема, и снова прям в эту же петельку мы начинаем вязать наши столбики без накида, то есть прям с первой петельки. В этом ряду тоже нет никаких прибавлений. Вяжем по одному столбику без накида в каждую петельку. Как вы помните, когда мы делаем воздушные петельки подъема у столбиков с одним накидом, то 3 воздушные петельки подъема у нас заменяют один столбик с одним накидом. Когда мы вяжем одну воздушную петельку подъема для столбиков без накида, то она у нас не заменяет столбик без накида. Мы делаем одну воздушную петельку подъема и все равно вяжем столбик без накида. Ряд довязан. Итак, ряд довязан. Осталось нам только соединить. Заводим крючок в первый столбик без накида и соединяем. Вяжем новый ряд. В этом ряду у нас появляются рельефные столбики. Делаем одну воздушную петельку подъема и тут же вяжем столбик без накида. Далее у нас идет рельефный столбик. Как я уже сказала, в вершине каждой шишечки будет располагаться рельефный столбик. Вот наша шишечка, над ней мы видим столбик с одним накидом. Теперь на крючок мы делаем 3 накида. 1, 2, 3. Заводим крючок за переднюю стенку столбика и провязываем 3 накида рельефного столбика. А теперь довязываем наши столбики. 1, 2, 3, 4. После каждого рельефного столбика мы вяжем 4 столбика без накида. И снова вяжем новый рельефный столбик. Сейчас я снова покажу все медленно, чтобы было понятно. 3 накида на крючок, находим нашу шишечку, над ней находим столбик с одним накидом, заводим крючок прямо за сам столбик и провязываем первый накид, второй накид, третий и довязываем наш столбик рельефный. Когда мы вяжем этот ряд, мы под рельефным столбиком никакие петельки не пропускаем, а просто продолжаем вязать сразу. 1, 2,
3, 4. Вот. То есть у нас наши рельефные столбики как бы идут как прибавление, как дополнительные петельки. Никаких петелек мы в ряду не пропускаем. 3 накида на крючок, находим шишечку, над ней находим столбик и за этот столбик вяжем 1, 2, 3 накида, довязываем рельефный столбик и теперь продолжаем вязать 1, 2, 3, 4. 4 столбика без накида. Вот, посмотрите, у нас уже видны наши наклонные рельефные столбики. Покажу еще раз. Медленно. 1, 2, 3 накида на крючок. Над шишечкой находим столбик с одним накидом. Заводим крючок за сам столбик. Провязываем первый накид, второй, третий и довязываем наш рельефный столбик с 3 накидами. Далее вяжем 4, 1, 2, 3, 4. 4 столбика без накида. И снова вяжем рельефный столбик. Вот наши столбики с одним накидом, за который мы вязали. Прям вяжем за сам столбик. Ну, как обычный рельефный столбик лицевой. Лицевой рельефный столбик. Только он у нас с 3 накидами. Посмотрите. 1, 2, 3, 4. Вот он в вершине шишечки. А также, если посчитать, он будет 4-м столбиком с одним накидом. Довязываем наш рельефный столбик и далее продолжаем вязать. Напоминаю, никакие петельки в ряду не надо пропускать в том месте, где мы вяжем рельефный столбик. В ряду мы вяжем подряд все петельки. То есть немножко отодвигаете рельефный столбик и за ним продолжаете вязать ряд. Вот такой ряд получается. Рельефный столбик, 4 столбика без накида. Рельефный столбик, 4 столбика без накида. Довязываем наш последний рельефный столбик. Вот он. И оставшиеся 4, даже не 4, а 3. Помните, мы вначале связали 1 столбик без накида. Вот. И с ним соединяем с первым столбиком без накида. И ряд у нас готов. Ну, на это все. В следующей части мы продолжим вязать наш коврик. Не пропустите эту часть. Я надеюсь, что вам все понятно. Если какие-то есть вопросы, то пишите обязательно. Я постараюсь на них ответить. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока.